Хотел поинтересоваться. Вот то, что делает Трамп в отношении Индии и в отношении наших всех поставок. Это вопрос политики или сугубо экономики? В этот раз, на самом деле, получается, что речь идет об экономике очень опосредованно, так скажем. Если на нефтеперерабатывающие заводы Индии перестанет поступать нефть марки Юралс средней плотности высокосернистая, то заместить ее американские компании, добывающие нефть на североамериканском континенте, не смогут. Ну, нет там этой нефти в тех объемах, которые позволяли бы организовывать импорт. То, что импортируется, нефть марки WTI, Бакин, так называемая, это легкая, малосернистая, но они не подходят, не получается. Поэтому разговоры о том, что можно убрать российскую нефть безболезненно, разговоры сугубо политические. Соответственно, индийские политики пообещали, да, обязательно когда-нибудь ждите. Ну, подождем. Наши объемы поставок газа. Я здесь смотрел пропагандистские ролики зарубежные. Естественно, там они анализируют и говорят, как у нас все плохо. Как у нас дела на самом деле. Поставки газа, как это сказывается на отрасль, влияет ли это на добычу, ущербы, прибыли. Что здесь? Ну, у нас с вами не отрасль интересует, а что поступает в государственный бюджет Российской Федерации. Да. А с остальным пусть господа газовики разбираются по большому счету сами. Да, падают, разумеется, вернее, один раз уже упали и пытаются отжаться объемы, поставляемые в так называемую Европу. А, Там по-прежнему не весело, но у нас за последние 3 года, даже не знаю, почему я говорю именно про 3 года, наверное, случайно, потребление внутри России увеличилось на 8%, объем переработки увеличился на 14%. Объем поставки в Китай, если мы берем 2021 год, 20 миллиардов кубометров, в этом году ожидается более 38, то есть там проектная мощность 38, но, как всегда, запасик есть. В 2019 году, в 2020-2021 году поставок на юг не было, сейчас они есть. И если в Казахстане и Узбекистане все пройдет по плану, им надо очень серьезно вкладываться в расширение сетей, то в следующем году туда уйдет 20 миллиардов кубометров. Жизнь не стоит на месте, честное слово. Хотелось бы, конечно, чтобы было быстрее, но нам все-таки помнить, что то, что касается энергетики, ну, это такая самая консервативная часть экономики. Быстрых процессов здесь не бывает. Вроде Снижение бы добычи, это не влияет в целом на работоспособность отрасли, на ее потенциал в будущем? снижение последнее, в этом году ожидается такое же, как в прошлом году, то есть оно остановилось, слава богу. То, что идет непосредственно в госбюджет, налог на добычу полезных ископаемых. То есть с того момента, как природный газ на поверхности Земли появился, компания уже должна, уже все в порядке. Да, снижается очевидным образом экспортная пошлина, потому что если у нас есть межгосударственные договоры, то в пределах ЕАЭС не платится. С остальным вроде бы все на месте. Сильно вырос уровень газификации. Есть, конечно, организационные проблемы. Благодаря мудрому руководству нашей федеральной антимонопольной службы газификация идет, газ не потребляется. Но это только мы умеем. Может быть, эту юридическую заковыку удастся решить когда-нибудь. Наверное, для этого нужны какие-то сверхусилия. Еще вопрос абсолютно бытовой. Газ — это ведь не только комфорка, из него еще что-то делают? Ну, я уже говорил, если смотреть последние 2 года, у нас производство удобрений каждый год растет на 8%. Выше не имеет смысла, мы просто обвалим цены на мировом рынке. То есть удобрения из газа делаются? Азотная группа, да. Все, что начинается с аммиака и заканчивается карбамидом, это природный газ, как источник водорода, и азот, как его просто из атмосферы берем. Здесь ничего сложного. С этим получается, раскручивается постепенно мощность Амурского газоперерабатывающего завода. Вроде бы в 2027 году он должен выйти на 100% мощности. Это будет крупнейший завод в России, 42 миллиарда кубометров газа на переработку. Так что процесс идет. Про СПГ не спрашивайте. СПГ – это не переработка, это переведение газа в другое агрегатное состояние, там переработки не требуется. Да. А переработка растет. Растет вместе с Амурским газоперерабатывающим газохимический комплекс в том же
в городе Свободном будет у нас такое дальневосточное Абу-Даби газовое. Надеюсь, что подтянутся те, кто работает и со среднетоннажной химией, и с малотоннажной. Условия там для этого есть. «Газпром Энергохолдинг» начал строительство новой газовой электростанции, так что дефицит не наблюдается. Соответственно, промышленный сектор можно продолжать наращивать. Важный вопрос. Я неоднократно, когда выставки шли у нас по нефтепереработке, по нефтехимии, там на ВДНХ и в других местах, всегда задавал вопрос, как у нас дела с развитием производства той аппаратуры, тех установок, которые нужны на нефтеперерабатывающем, на объектах НПЗ. Кстати, покажу, как одно из нефтехранилищ выглядит. Я сам снимал, не скажу где, но это вот правильные собственники. Вот правильный собственник делает вот так. И плевал он на то, что скажет Гостехнадзор, страховые компании. Ему все равно. Вот у него целое хозяйство, и он этому очень рад. Посмотрите, как плотно застроено. Красавец ведь, нет? Частник. Ну, посмотрим, что ему пожарный инспектор скажет. Да, ну, я думаю, как-то там они договорятся. Вот. Ладно, все-таки вот эта тема, на мой взгляд, она важна. Почему? Потому что у нас есть выбытие всяких установок после определенного воздействия на них противника. Естественно, это все требует ремонта, восстановления. Где брать? Более 80% мы импортно независимые, и ожидается, что еще пару лет мы выйдем все-таки на 100%. Здесь получилось. Видимо, это и был тот жареный петух, которого нам не хватало. Это очень интересно. Очень То есть, еще раз, все эти там каталитические крекинги и так далее, вот эти все установки, это все мы делаем сами теперь. Теперь это да. И очень удобно, на самом деле. В Тюмени ежегодно проходит нефтегазовый форум. Вот там очень удобно, если туда попасть, суметь. Туда не приезжает огромное количество прессы, потому что нет первых лиц наших государственного управления. Там сами нефтяники, газовики и те, кто им что-то предлагает, и они, соответственно, ну, профессиональное совершенно общение. Там, с одной стороны, интересно, с другой скучно. Потому что вот никакой политики, вот здесь фитинг, а вот здесь новый сплав для трубы, а вот здесь пошел новый, ну и так далее. Вот там удобно. И те итоги, которые подводили в этом году, да, справляемся вполне. То, где отстаем, ну, тоже надеюсь, что не сильно долго. Шельфовая добыча и морская добыча, но здесь тоже шаги такие очень серьезные, потому что, как ни странно, алмаз пошел работать совершенно внезапно и очень удачно. Есть ли у нас осознанная потребность в развитии дополнительных мощностей? Нефтехимия, более глубокая нефтепереработка. Что здесь? По мнению Министерства финансов, у нас такой необходимости нет. А по мнению людей, которые понимают в нефтегазовом секторе? Проекту ВНХК, Восточный нефтехимический комплекс, который предлагает Роснефть, в прошлом году исполнилось 15 лет. Договориться с Минфином пока не удается, потому что Минфин видит выпадающие доходы. А если выпадают доходы, то лучше ничего не делать. А как они образуются, эти выпадающие доходы? Из-за необходимости финансировать эту гигантскую стройку? Роснефть просит хоть какие-нибудь налоговые послабления, потому что там проект в два этапа. Сначала нефтеперерабатывающий завод. У нас на Дальнем Востоке всего два нефтеперерабатывающих завода, постоянная проблема с подвозом. Вот третий. И второй этап уже тонкая нефтехимия. Тонкая нефтехимия требует очень толстых кошельков. Были китайские партнеры, они попросили поправить кое-что в налоговом кодексе. Исключение сделать, договориться не удалось, несмотря на прямое поручение президента Российской Федерации в адрес Министерства финансов. Общий язык найти не удалось, и сейчас Роснефть не до этого проекта. Понимаю, что вряд ли сумеет договориться. А идея, на мой взгляд, абсолютно оправданная, потому что магистральный нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан, вот там, где труба на Тихий океан приходит, 50 миллионов тонн нефти, Роснефть предложила построить завод, который перерабатывал 30 миллионов тонн. Ну, абсолютно логично. Не перенапрягая уважаемую РЖД, не торгуя только сырой нефтью, торгуя нефтепродуктами, торгуя продукцией нефтехимии. Ну, договориться не удалось. Ну, и я А могу удивительно, напомнить... тогда вопрос. Почему СПГ «Ямал» плюс еще одна компания
удалось договориться под налоговые послабления, 40% прибыли берут французы до сих пор, если я не ошибаюсь. Да. А вот для России как-то вот не получается договориться. Ну, я же не являюсь сотрудником Министерства финансов. Мне Тут не спорю. неведомы тонкости государственного управления, государственной мудрости. Я не претендую, я могу только зафиксировать. Ну, вот получается. Могу напомнить высказывание вице-премьера Александра Новака, который у нас отвечает за развитие топливно-энергетического комплекса. В марте этого года он сообщил, что России дополнительно нефтеперерабатывающие заводы не требуется. А вот когда гонит СПГ, понятно, не было своих технологий, понятно, нужно было оборудование для добычи и транспортировки, но, насколько я понимаю, там совсем льготный режим налоговый для СПГ Ямала, и еще одна компания, я уж не буду там умничать. Вот их две, насколько я понимаю, существуют именно в этом режиме. Ой, ну, у нас технологии, если говорить о том, какие патенты на технологии сжижения природного газа, их 4 штуки у «Новатэка», по одной у «Газпрома» и у «Роснефти», не реализована ровно одна «Новатэком». Больше пока ничего. У нас на планете есть 3 испытательных стенда для криогенного оборудования. То есть вы придумали какую-то железяку, которая требуется для линии по сжижению, для достижения температуры минус 160, но прежде чем ее втыкать в промышленную технологическую линию, надо где-то проверить. Их в природе всего 2 в США и в России. Построено на базе Росатома, скидывались все вместе, Росатом, «Новатэк» и Министерство промышленности из государственного бюджета, приходящих компаний, которые бы проверяли машиностроительный дивизион Росатома. Больше никто не идет. Хотел спросить, правда ли, что для удержания цен на бензин на наших автозаправочных станциях правительство выделяет компенсации, целевые субсидии, там около, говорят, аж 3, не буду говорить цифру, не помню, ну точно не миллиардов, там какая-то дикая цифра совершенно. Так ли это, и от чего сейчас зависят цены на нефть? На нефтепродукты на заправочных станциях? Что касается выплат по демпферу, то в налоговом кодексе они в разделе налоговые вычеты. То есть сначала деньги с нефтяников собрали, потом им их вернули. Громко заявили, что это субсидия, чтобы получить негативную коннотацию по отношению к нефтяникам. Это не деньги из бюджета, это уже собрано и возвращают. Почему так? Потому что 1 января 2024 года закончен большой налоговый маневр, за которого голосовали все наши многоуважаемые депутаты Государственной Думы, заключается в том, что экспортная пошлина на вывоз нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации равна нулю. Красиво? Да. Красиво. Эксперты сразу говорили, что вывезут все. Вы что делаете? Тогда появился механизм демпфера. Я так понимаю, что где-то в коридоре на стенке взяли и написали. Если нефтяная компания видит, сколько она заработает денег при вывозе нефтепродуктов в Европу, в Азию, в Африку, там куда угодно, в Америку, она недополучает прибыль. Значит, часть налогов можно вернуть. Для того, чтобы нефтяным компаниям было одинаково выгодно, что вывозить, что продавать внутри России. Вот на этом мы живем. А что касается цен на нефтепродукты, то порядка 72% того, что мы оставляем на АЗС, это наши налоги. Их много. Налог на добычу полезных ископаемых, которые нефтяники перекладывают на нас. Это акцизные налоги, это налоги, которые для любой компании имеют место быть. И я могу только поздравить с тем, что наша уважаемая Дума в очередной раз проголосует за наш новый бюджет. С 1 января будет повышена ставка акцизного налога. Будет увеличен НДС, это значит, что с 1 января цены на нефтепродукты станут еще дороже. А потом обязательно выйдет уважаемый депутат и скажет, почему нефтяники подняли цены. И потребует у правительства для удержания социально приемлемых цен компенсации, и правительство из бюджета будет эти дыры затыкать. А на вопрос господина депутата, вы не видели, за что голосовали? Но мы обычно никаких ответов не получаем. Мы сначала голосуем за то, чтобы поднять ставку налога, обнаружив цены, говорим, что какие нефтяники, негодяи. Ну, вот, красиво, на мой взгляд. И мы этих депутатов, естественно, уважаем, потому что они борются за то, чтобы цены снизили. Сегодня
у нас уже по экономике вторая тема, да, и я и в первый раз, и с вами вспоминаю постоянно Хазина Михаила Леонидовича. Вот, прям поминаю ее. Думаю, у него есть что А, сказать. а не надо вспоминать Хайзена, можно вспомнить 23-й год. Президент дважды в феврале и в мае отправлял распоряжение в адрес правительства привести в порядок всю систему налогообложения в нефтяной отрасли с тем, чтобы не было пострадавших лиц ни среди производителей, ни среди потребителей. Оба раза ответом был законопроект, разработанный Министерством финансов, который оба раза прошел сквозь Государственную Думу в ускоренном режиме, двумя голосованиями вместо трех. Ну, вот государственная мудрость государственных мужей. А вот В если феврале, взять эти... в Мгм. феврале было первое распоряжение, а в марте голосование сразу. Я так понимаю, что в администрации президента не поняли. Ребята, вам пишут одно, вы делаете противоположное. Отправили еще раз. То же самое. Значит, это не сдвинуть. А иные пути есть? Для чего это происходит? То есть они повышают налоги, для чего понятно. А другие пути решения их задачи есть без ущерба для людей? Ну, очевидно, они должны быть. У всех депутатов есть какой-то аппарат. Ну, нельзя требовать снижения какого-то одного налога. Надо разложить весь пасьянс, попытаться понять. Акциз уходит в дорожный фонд. Дороги действительно надо ремонтировать, строить. Можно здесь хотя бы не повышать, попробовать придержать на год-другой. Надо считать. Налог на добычу, ставка налога на добычу полезных ископаемых вам рассказать, как высчитывается? Министерство экономического развития, получив расчет от частной британской компании «Аргус», по той методике, которую Министерство экономического развития утвердило, то есть это уже не позднее Аргуса, ему заказали, он работу принес, заказчик принял. Сделал бы замечание, пошел бы исправлять. Замечаний не было, приняли. Берут некую цену на российскую нефть для Северной Европы в порту Роттердам, для Южной Европы в порту Аугуста, это на Сицилии, в Италии. И оттуда начинают исходить. У нас физически нефть туда перестала поступать с 1 января 2023 года. Абсолютно мифическое число. К этому мифическому числу по методике Министерства экономического развития добавляется стоимость фрахта. Если в Роттердам, то из портов Ленинградской области, если для Аугуста из Новороссийска. Добавляется некая страховка, та, которая установлена компаниями Lloyd. Исходя из этого высчитывается некая ставка налога на добычу полезных ископаемых, которая у нас универсальна. Вы добываете нефть где-нибудь на полуострове Гыдан при минус 60, или, извините, в Ставропольском крае, ставка одинаковая. Это абсолютно разумно. Она универсальна. Она зависит от того, сколько стоит нечто, что придумали в Министерстве экономического развития. Спросите у Минфина, почему вот так. Ну, потому что так в законе написано. Спросите у Министерства экономического развития, почему так? Почему люди, работающие в Аргусе, 3 года криком кричат: зарегистрируйте нас в России, давайте мы свои котировки будем делать. Они ответ не получают. Я этих людей знаю, они абсолютно наши люди. Они, ну, заберите нас, почему мы должны получать зарплату из зоны? Ну, что вы делаете? Припишите нас к любому из министерств. Ничего не меняется. Да, тяжеловато. Борис, благодарю. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала — независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru.
Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.